Друзья, всем привет, добро пожаловать в Escape from Tarkov, меня зовут Дэн, и я стартую путь со дна. Это прокачка с нулевого уровня, до 40-го планирую прокачать своего персонажа, открыть полностью всех поставщиков, открыть максимальный уровень лояльности у всех абсолютно торговцев, прокачать полностью убежище до максимального уровня. Я понимаю, что все стримеры и ютуберы делают примерно одно и то же, сейчас запускают прокачку с нулевого уровня, но поверьте мне, все это делается у каждого индивидуально, уникально, у каждого свой подход к выполнению тех или иных квестов, и у каждого своя история прокачки. Поэтому надеюсь, что видос будет полезен и интересен. Всем приятного просмотра. Я создаю персонажа. В первую очередь я обязательно изучаю предметы у торговцев. Я знаю, что изучение выполняется на среднюю кнопку мыши, но она у меня не работает, поэтому, пожалуйста, не бомбите на это. Перехожу к прапору, забираю у него проба пера, квест. Перехожу к терапевту, забираю дефицит, квест. Кстати, теперь нужно не 5, а 3 солевые аптечки. Их обязательно находить в рейде, либо в убежище скрафтить. Для того, чтобы взять квест у механика, необходимо прокачаться до 2-го уровня. Но 2-й уровень очень легко взять, даже не выходя в рейд. После изучения всех предметов у всех торговцев вам остается около 200 очков опыта нафармить. И это легко делается в изучении предметов у скупщика. У скупщика постоянно обновляется ассортимент, потому что часть игроков сбагривает именно скупщику свое барахло. Вкачали 2-й уровень, принимаем оружейник часть 1, квест. И вместе с ним поручение квест принимаем. Хороший квест, который открывает егеря. У егеря есть в продаже МР-133, необходимые для сдачи квеста прапорщику проба пера. По поводу квеста дефицит солева, аптечки тоже не обязательно находить их где-то в рейде, можно будет их просто в медблоке скрафтить. Ставим медблок, но для того, чтобы стартовать производство, нам нужен будет генератор. Безопасность ставим 1-й уровень, деньги стартовые у нас есть, благо. Теперь мы можем ставить генератор, и даже в минимальном паке в стартовый комплект входит одна канистра с топливом, заряжаем ее, запускается генератор, и теперь есть возможность крафтить солевы. Их нам нужно ровно 3 штуки, поэтому заказываем одну, 30 минут будет готово. Все предметы, необходимые для крафта солевы, можно будет купить даже на 1-м уровне у терапевта, так что это не проблема. Вот в принципе и все, что я бы рекомендовал сделать до того, как вы выйдете в первый рейд, и стартуем, собираем своего ЧВК. В первую очередь я займусь квестом от прапора проба пера. Моя задача убить 5 диких на таможне. Стартую с пистолетом, ничего особо страшного в этом нет. ПМ я не признаю за оружие, поэтому беру хотя бы грач, и с грачом заспавнился я на ЖД до Таркова. Сразу же перебегаю. Я лично считаю, что на этой стороне, где гаражи, делать особо нечего, где таможня сама и гаражи, там в основном ПВП рубилово. Там недалеко друг от друга находятся спауны, и частенько ты встречаешь в первую очередь не дикого, а ЧВК какого-нибудь. Здесь же все попроще на этой стороне. Здесь более открытые территории, более обширные. И именно здесь я буду искать дикарей. Попутно заберу, пожалуй, ключ у спящего в кустах возле выхода ВСРФ. Никто же его не забрал. Только загрузить. Да, ключ есть. Этот ключ нужен будет в дальнейшем для выполнения квеста. И так как сейчас все выполняют квесты, сейчас очень большая активность. И половина ребят, которые загружаются в рейды, половина из них примерно выполняет квесты. Небольшое западло. Поскидываем все. Есть уже стрельба где-то там на заводской зоне. Давай попялимся на старой, на новой, точнее, стройке. Я ее называю новая стройка, либо там теперь добавили цифры 545, по-моему. Точно. Здесь должны быть боты. На крыше я стрелка не видел. Но здесь внизу могут быть.
Не, на крыше снайпера нет. Там бот снайпер обычно ходит. Походу тихо. О! Есть клиент. Ну? А, вот он. Первенец. Опа. Это не ваншот, походу, был. Ух, успел он шмальнуть, но ничего страшного. Есть Мосинка теперь зато. Давай ее сюда, режек забираем. Ножи с собой я не таскаю, все, что я нахожу в рейде из холодного оружия, я забираю с собой. Это тоже такой маленький приварок. Нашумел, сразу делаю ноги. Нефиг там долго тереться. Сейчас куда-нибудь в кусты от этого если отвалю. Кулер нужен будет по квесту. И для убежища, по-моему, нужен будет. Да не по-моему, а точно будет нужен для убежища. Их куча целая нужна будет. Здесь, наверное, можно посмотреть, что там у него в разгрузке. Главное, что патроны там на Мосинку. Да, точно. Что-то я карманы, по-моему, забыл у него посмотреть. Там, да. Ну ладно, ничего страшного. Сразу заполню магазин. Мало ли, чем черт не шутит. Разок он шмальнул, да, около половины. Ну, с Мосинкой чуть попроще будет по ботам стрелять. Пойдем искать негодяев. Флешка. Это уже ЧВК подтягиваются с той стороны. Ого. Блин, сходить может быть. Но последним... Ой, там еще и автомат Калашникова. Пожалуй, нет. Увольте, мне ЧВК не нужны. Главная задача рейда — это настрелять диких. Не надо об этом забывать. Ну и попутно, конечно, буду заглядывать в какие-нибудь тайники, чем черт не шутит. Может быть, какие-то квестовые предметы найду. Правильно ведь? Конечно, правильно. Тайничок в синем контейнере. Показывайте, что там у нас. Опа-на, паракорд. Паракорд по квесту нужен будет. Сейчас переделали часть квестов с последним обновлением 12.9. Их, может быть, немножко упростили, но не все. Так что будем собирать все предметы, которые понадобятся. Которые нужны были, по крайней мере, в предыдущих обновлениях. Предметы для выполнения квестов. Лишним точно не будет. Излишки будем продавать потом. Это мы всегда успеем сделать. Тихо вроде. Тут еще тайничок есть. На углу стоянки автобусной. О, это что, броня? Бронежилет. Болты для убежища, тройник для квеста. Паку можно сбросить здесь. Ты
чё так кошмаришь-то? Я понял. Короче, все время, пока я шел, там постоянно кто-то стреляет. Я готов поспорить, что это бот там какой-то. С ума сошел. С ВПО шлепает стоит. Но его, блин, не видно со скал отсюда. Посмотрю тогда, что там у нас под лэп. Там есть сумка с медициной. Может быть, что интересного найду. Может быть, солеву найду и чуть быстрее получится выполнить квест. О, а это Хантер. И, видимо, Хантер утихомирил этого бота, да? Физраствор нужен будет для убежища, для медицины, для медблока. Тоже заберем. Темнеет, по темникам за ЧВК сложно ходить, потому что боты тебя видят в темниках, а ты их нет. Там кто-то лазит. Ладно, постреляем тогда на КПП. И пойду на выход. Вот удобная дистанция сейчас с Мосинки пострелять. Но ни черта не видно. Не думал я, что Мосинка мне в руки попадется. Придется сближаться. Бронежилет есть 4 класса? Ну чё, пацанчики, ну-ка, блядь, все сюда ко мне. Вот он. Блин, еще тут один. Ё-моё, сейчас справа. Фу, блин, хорошо, что он промахнулся. Не хотелось бы мне сейчас с Мосинки пулю схлопотать. Ладушки, я по Шурику тогда завнедряюсь на КПП, посмотрю, потому что еще с заправки там что-то поджимают, взрывается, что-то стреляются там. Да и темно уже шибко. Заберу тогда добро. Опа, кто-то бежит. Нет, это не бот. Это либо челобот, либо ЧВК. Но не нужен ты мне сейчас, не нужен. Он прямиком ко мне идет. Да ё-моё. А чё так быстро-то? А, голова, глаза. 3 ботов настреляли. Давай за дикого туда же. Есть у меня 7,62, 39 ВПОшка и 40 патронов в нем. Без приклада, без крышки. Но с рюкзачком. Рейды за дикого нужны сейчас для того, чтобы таскать в схрон добришка, в том числе, а точнее в приоритете, добришка, которая необходима для прокачки убежища и для выполнения квестов каких-нибудь. Солевы, мурки, еще какое-нибудь добро. Дикий загружается
позднее, чем основная масса ЧВК на карту, поэтому основной кипиш, конечно, уже прошел. Начало рейда — это, пожалуй, самая опасная часть всего рейда. Если ты выжил до середины рейда, то, в принципе, есть хорошие шансы на выживание вообще в этом рейде. Серьезный РБТБ. Фу. Аленка, Элит, точно. Эти плоскогубцы мне нужны. Единственное, что за Дикого у тебя прогресс не будет засчитываться. Прогресс Дикого, он сам по себе живет. Дикий сам по себе прокачивается, но... Зато это хорошая возможность без риска потери какого-то там лута с хрона. Если прям совсем все плохо, то всегда можно план Б использовать. Послышалось или? Или тут кто-то есть? А, походу я сам кусты свои слышал, которые мне шуршал. Ну и ладно. Дикий — это всегда хороший план Б. А на первых порах за Дикого чаще даже поинтереснее снаряжение и оружие, чем за основного персонажа. Барахолка открывается только с 10 уровня. У торговцев можно открыть только... Купить, точнее, только 1 уровня бронежилет пака. Можно будет третий покупать унтар синий, такой бронежилет 3 класса у миротворца, но для этого нужно будет прокачать 2 уровень лояльности. Это уже 13, по-моему, левел. Ну ничего, все прокачаем. Кстати, пассатижи элит почему беру? Может показаться, что я всякий хлам собираю, но на самом деле нет. Элит пассатижи, 2 пассатижа элит, плоскогубцев элит. 2. Плюс отвертка с красной ручкой. Фигурная, по-моему, она называется. Их можно выменять у механика, если не ошибаюсь. Можно выменять на МР-133, на котором навешаны модули, почти готовые для сдачи квеста «Оружейник», часть 1. То есть, даже если у вас барахолка не открыта, можно будет выменить. Ну, если, короче, получится, я это все вам покажу. Нужен, в общем, для бартера. Пассатижи элит, 2 штуки, плоскогубцы, нужны для бартера. Вот, трубка нужна для убежища. Сигареты нужны будут по квесту. Плохая привычка, такой будет квест. Довольно спокойный рейд, мне это нравится. В таких рейдах, когда я выхожу за Дикого, я, в принципе, рассчитываю на спокойный рейд. И главное, смотри, кучу хабара уже нашел. Может быть, не самого лучшего. Ого, здесь, смотри, погулял кто-то. Но нужного, как минимум. Сумочку закарманим. Рисково, конечно, выходить на такую открытую местность, но тут давно я стрельбы не слышал. Вряд ли кто-то пасет. О, у него спортивная сумка. Ого. Это где, на скалах бомбануло, да? Там вон тоже тот, что это такое, сумка или что? Какая-то фигня лежит за ящиком. Пустой ящик лутали.
Давай, наверное, на старую заправку. Там есть тайник, там есть медицинская сумка, и там в самой заправке в помещении можно найти. Хабар. Оба-на. Челоботы? Блин, а у меня бронежилета нет. Их двое. И они, скорее всего, чешут со старой заправки, да? Понятно. Ну, давайте, господа. Не болейте. Надеюсь, за мной тоже никто вот так вот не наблюдает сейчас. Типа, вон он ходит. Ну и пусть дальше ходит. Склад номер 4 же вроде бы он называется. Что тут интересного? Вы не отсюда ли, господа? Нет, они не отсюда. Ящик не открыт. По-моему, это Жуков. Точно. Хо-хо-хо. Забрать. Эй, а Жуков же, по-моему, на вепрь на мой подходит. Да, точно. Че я туплю? О! Нормалек? Где тут что еще? Я здесь, если честно, редко крайне бываю в этом помещении. Поросята. А это кто? БТ. Годится. БТ хороший патрон. Это что? Фонарик. На вепрь. Вот, теперь подсветить себе хоть что-то смогу. Точно. А то и так почти ничего не видно, а потом в ютубе 100%. Темные углы будут просто как черное пятно. Есть тут что? О, крышка. Ствольной коробки подойдет она, интересно, на вепрь? А почему? А, у меня цевье, потому что, да? Да, Б10М, Б1 это же зенитовская. Там зенитовская крышка нужна. Она только подходит. Так и запишем. Норм позиция для кемперства. Телодвижение, передвижение от базы Решалы в сторону старой заправки наблюдать можно. Ха. Считается. Внизу, вероятно, тоже ничего, да, ценного нет. Ну и ладно. Ну не надо. Изучаем склад номер 4 вместе. Опа. ЦМС-ка, хирургический набор. Гемостатик.
Это что? Морфий. Квестовый предмет. И фак аптечка. Очень практичная штука. Всего одну ячейку занимает, но при этом может и кровотечение остановить. И подлечить. Тут больше ничего. А, нет, смотри, сумка. О, да тут лежанка какая-то. Водка. А это что, игрушка, что ли, лежала? Елочная. Прицел есть, на вепрь повесим. Во, а то у меня этого нет. Целика. Серебряный шар нашел для новогодней елки. Горячий электрод. Водку брать не буду. Оно того не стоит. Пустая. В прошлом году елка собиралась из комплекта новогодних игрушек. Я, правда, не помню, сколько и каких там нужно было новогодних игрушек, но после того, как поставишь елку, там можно классные вещи крафтить. Можно было и оружие на продажу какое-то крафтить, либо для использования. Блин, тут топливо, смотри. А вот топливо я бы забрал, если честно. Тогда сумки вытряхиваем. Ой, не то нажал. Сумки вытряхиваем, забираем самое необходимое. Блин, все охота забрать. Ну ладно, приклад тогда не будем забирать. Кабачковая икра, ключ редкий. Это можно. А, у меня бинтов куча. Все, достаточно. Канистра металлическая, огромная, с топливом. Заберем. Трубка тоже нужна будет для убежища. Что тут интересного? Опа, ключи. КПП, серьезно? Хо-хо-хо. Вот это, вот это. Ключ от КПП мне пригодится по квесту, он нужен будет. И нужен будет для терапевта, да и вообще там, либо для терапевта. Ну, правда, до него еще далеко, до этого квеста. Слушай, можно пожрать что-нибудь, пока скинем? Пожрем, попьем. Короче, этот квест еще далеко, но ключ от КПП можно будет в дальнейшем использовать. Там в этом КПП, где... который открывает этот ключ, там есть гранатные ящики, там есть ящики с патронами, там и оружие спавнится. Поэтому ключик хороший. Еще одно топливо. Синяя канистра пластиковая. А из пластиковых канистр потом в убежище можно будет кейс магазинный крафтить и продавать, либо себе оставить. У меня схрон небольшой, поэтому я буду максимум выжимать из возможностей, которые дает всякие кейсы, ящики. Схрон пока еще не прокачан. Блин, что скинуть, а что скинуть? Что нам по квестам не понадобится? Горячий электрод выпьем. Ну все, 4 ячейки есть. Придется пожертвовать трубкой. Гемостатик бы скинул, но он, ну, как бы копейки стоит. Но если вдруг мне откуда-нибудь прилетит и при этом откроется сильное кровотечение, то эйфак не остановит его.
Включим питание пацанам. Пусть радуются. Если еще там кто-то выходит через этот выход. Пошли через забор тогда. Ключа у меня нет, поэтому я воспользуюсь. Че, ну все, зашибись. Давай тогда посмотрим. Я буду, наверное, выходить тогда на КПП диких. А до КПП диких я, наверное, я тогда все тайники, которые знаю, лутану тоже. Чем черт не шутит? Рейд, в принципе, спокойный. Надо использовать его по максимуму. Особо какого-то там ценного хабара у меня нет. Есть, ну, конечно, это все стоит денег. Все это пригодится в дальнейшем мне, но, по крайней мере, прямо сейчас. Вот, допустим, если бы у меня были сейчас какие-то квестовые предметы, которые у меня квесты сейчас висят, допустим, солевые, или редкие какие-то там свечи, зажигания, флешки какие-нибудь, за которыми я потом иду в отдельные рейды и пытаюсь их найти, а как назло, вы же сами знаете, ты когда идешь за конкретным предметом, ты хрен его найдешь, а когда он у тебя уже не нужен, либо ты закрыл этот квест, ты гору будешь целую находить. Так, проход между скалами за спиной у меня, и здесь должен быть, вот он, тайник. Показывай, что там у нас. Союз Аполлон, 2 пачки. Мальборо. Блин, я бы Мальборо забрал. А, хотя пошло оно к черту. О, трупец. О, смотри, там и тритон, по-моему, разгрузка. Точняк. Гораздо больше. Больше, чем в 2 раза больше, чем жилет дикого. Поэтому забрать. Ну вот, теперь еще чуток хабара можно наковырять. И тут тайник должен быть. Вот он, красавец. А он уже, походу, это того, да? Да, он уже того. Таймер 9:55. Понял. Ускоряемся, значит. Под вышкой лэп. 3 оружейных ящика. 1 ящик с инструментами. Да блин, тут все уже проверено. Тут вряд ли что-то найду. И тут же есть сумка с медициной. Не хочет лежа лутать. Сократили дистанцию, необходимую для открытия ящика. Да, тут кто-то... О, видал, под деревом лежит. Кто-то скинул. А что там у нас есть? Палевная, конечно, яркий цвет такой. А, на мне.
Не, алё, никуда не поместится у меня. Нет, нет тут ничего. Ну, думал, может быть, еще что скинули. У меня там топливные канистры, они никуда не поместятся. Можно было бы туда вещи напихать и забрать эту разгрузку. Разгрузка интересная. На 4 по 2. Ай, блин, мелочь. На КПП дикие тусуются, это хорошо. Я по диким не стрелял, значит, они на моей стороне. О, лампа накаливания тоже нужна будет мне по... не по квесту, а для убежища нужно будет. Там освещение нужно будет пилить, и там до хрена этих лампочек нужно будет. 14, по-моему, штук. Еще одно тело. Не, это дикий. А кому он уехал? Окей. Блин, это тоже дикий. Может, челобот? Нет, без оружия. Господа нехорошие. О, еще один. Что тут у нас? Хлам всякий. Ножи. Оружейные какие-то части. Паку заберем. Дома починим ее. Шляпу заберем тоже. Панаму точнее. Сука, засрал мне все штаны! Арманивай, сука, ты чё? Девятка на КПП. Здесь в этой девятке, в этой куртке точнее, можно найти медицину. Эта девятка потом по квесту станет ясно, чья она, зачем она тут. Точнее, почему она тут. Вот и факт еще один. И тут же в этой куртке можно найти не только медицину и ключ. Ну и ключ от 114 комнаты общежития. Здесь же на таможне. ППшечку заберем. И вот ключ от этой двери КПП. Помните, я нашел в подвале? Вот здесь, смотри, 3 ящика и стойка оружейная. В этой оружейной стойке там ксюхи, калаши иногда спавнятся. Пушки разные. 7,62 HP. Блин. Ну пусть будет. Гранаты. Запалы можно выменять на хатапки, по-моему, они называются. Самопальные гранаты. Или у механика, или у миротворца, точно не помню. Блин, иголки, хороший патрон. 54 штуки заберем. Если сами не израсходуем, то продадим потом. Иголки там за патрон кучу денег отваливают. Там 54 патрона, это как минимум 1050. 50 тысяч в одну ячейку, это шикарно. Тоже не вскрытый, кстати. На Мосинку, вместо Мосинки. Эти тоже Патрики. Блин, скорее бы открылась уже барахолка. У меня прям руки чешутся начать продавать что-нибудь. Вот эти вот вещи, они все, кажется, там мелочь, да? Как бы патроны там, а их можно нам продавать на кругленькую сумму. Опачки. А вот это отличный вариант. Мосина снайперская. Я ее с удовольствием потом использую в походе в лес. И потрошки бы забрать. Нормально, нормально. Скинем. Во, вот так сделаем. ППшечку скинем. О, ништяк. Живем, пацаны. Короче, все обшарил, обсмотрел, обследовал. У меня, оказывается, выход не на КПП диких, а на ЖД до военной базы.
Блин, саморезы и отвертку. Я хочу забрать это. Это мне нужно же будет для бартера. Это тогда оставим. А саморезы для убежища нужны будут. Ну все, кайф. Я вообще полностью выжил все из этого рейда. И целую кучу добра вынес. Зашибись. Отличный рейд получился. Короче, начались проблемы минимального доступа. У меня очень маленький схрон, прям меньше некуда, и он уже заполнился. Все, выгрузил с горем пополам. Так, забираем первую солеву. Нужен один бинт и один анальгин. Все это продается у терапевта. Докупаем, заряжаем вторую солеву и ждем еще полчаса. Ладно, поскакали. Надо еще двоих диких убить. Заряжаюсь по минимуму и погнали. О, дикий. Куда? Есть кабанчик. И ливень начался. Короче, нашел 3М бронежилет. В ящике кучу хабара уже насобирал. Склад номер 4 там по подвалу, везде прошвырнулся. И все это барахлишко надыбал. Главное, у меня есть квестовый предмет. Это модуль 3М бронежилет. Он мне нужен будет по квесту для этого лыжника. Их там куча целая нужна будет. Что там у тебя, братюня? О, ВПО 762. Блин, я стал верить в этот ВПО. Классный он очень. Нравится он мне. Хороший ВПО. Плюс у меня теперь еще и прицел есть на него. Ну, вообще сказка. И патронов немного есть. Я тогда пистолет, наверное, сброшу сюда. Он у меня застрахован. Вот так не видно. Все. Не буду с ВПО двигаться. Был тут кто? Нет, интересно. По-моему, никого тут и не было. На руке у этого кекса могут роликсы спавниться. И тут вон ценности какие-никакие на матрасе. Ну, что-то вообще ничего нет. Какого фига? Вижу топливо. Но тут, походу, не было никого. Топливо бы точно забрали. Если померить. О, солева! Забрать. Щелочь нужна будет по квесту, но еще не скоро, так что... Плюс щелочь мы всегда сможем найти на другой локации. Уберу в подсумок. Если не сдам по квесту, то потом буду использовать. Канистру с топливом бы тоже забрать по-хорошему. Так вот. Пусто. Пусто и грустно. Еще комнатка вкусная тут есть. Много кто игнорирует, кстати говоря, куртки. И зря. В куртках я очень часто нахожу ключи. А конкретно в этих куртках я часто находил ключ от выхода, например, с завода. Че, диннер тайм? Пожрем, попьем? Будем прокачивать потихонечку метаболизм и прочие прелести.
Приятного аппетита, кто кушает. Пусто. Гайки. Ключи. За ключами приходите не сегодня. Опа. Магазин. Магазин вепрь подходит. И можно будет, знаете, что намутить? Сейчас увидите. Можно будет туда патроны выгрузить. О боже, что это такое? Ну ладно, пусть будут. Там 3 штуки всего. Я лучше один большой заряжу. Опа. Вы тоже это слышали? Тут кто-то есть за стенкой слева. Оба-на. Вы же меня не зажмут? Блин, тут двое. Один за стенкой слева. Второй на улице. Ага, он уже с другой стороны. Опа-на. За стенкой пришелика. Вот это, наверное, ЧВК убил Дикого. Дикий, походу, шуршал здесь за стеной. Заряжается. Ну что, рискнем? Пока он заряжается вроде. Твою мать! А кто слева-то стрелял? Дикий, что ли, с крыши? Испугал меня. Говнюк. В натуре. Засранец. Вот это он дал мне рывка. Блин, и даже, наверное, это было к лучшему, потому что я медленно выходил, а он, скорее всего, меня там ждал в прицеле. Вот тебе и пообщались. Нормально. Хорошо, что получилось его топануть в голову. Походу, это ЧВК залетел. Видел, там еще труп лежал. Сейчас посмотрим. Турист. Залетный. Да, он бота пришил. Бот тут стоял, короче. А может, чела бот, хрен его знает. Нет, это бот обычный. Ничего вообще нет у него. Тушенка у него есть. Она мне для егеря понадобится. Эй, да это челобот, оказывается. Челобот, точно, нет жетона. Уже челоботы загрузились. О, сейчас объемся. Смотри, сколько он мне пронес. СКС-очка отличная. Ого, 50 тысяч рублей. Серебряный шар. Так. Блин, забыл в убежище посмотреть, сколько там каких шаров надо. Один уже есть, это второй. Если вынесу будет. 50 рублей заберем. Во. Не так обидно будет помереть, если будет 50 рублей в заначке. Разгрузка у него поинтересней. Ну, спасибо тебе. Прицельчик можно отнять. Хотя, кстати, ТОЗ мне тоже по квесту уже нужен будет. Белые броники и ТОЗы там нужны будут. Ведь так? Ага, 4. Говно вопрос. Можно тогда сюда же вернуть. Пожрать, попить есть. Сейчас метаболизм. Начнем вкачивать. Слева еще одна. Шланг. Аккумулятор вот этот нужен будет по квесту, и его можно бартернуть у лыжника на Адар
карабин. Так, тебя полностью вычистили. Живем, ребята! Все, получается, я квест выполнил. Двоих диких подстрелил все-таки. Ну вот. Теперь бы выжить, вообще бы сказка была. В принципе, уже, я считаю, рейд отличный. Опа. Но так как мы там нашумели, пойду тогда через старую заправку на блокпост ВСРФ. Блин, тут кто-то есть, слышишь, да? Дикий. Тоже челобот. Блин, я просто офигею. Мне бы сейчас выйти. Я думал, тут безопасный выход. А тут вон челобот. А я нашумел. И опять мне теперь на ту сторону, что ли, перебегать? Вообще, по-хорошему бы 7,62 забрать. Вообще, по-хорошему бы мне валить отсюда. На ту сторону. Но раз челобот оттуда прискакал, вряд ли там кто-то есть. Если он, правда, не с подружками. Чё нашел? О, у него мешок хороший. Блин, он битком набитый, смотри. Болты забрать. Ого, печатная плата тоже забрать. По квесту пригодится. Юперс, это полный мешок у него добра. Смотри, он ключ уже не нужен. Прицел, релешка нужна мне для кухни. Пищеблока точнее. Термодатчик, ножницы по металлу, присадка. Шланг. Свеча. БТ патроны. Какой хабар он притаранил, а? Блин, ну прости, что закрасил. Я тебя просто услышал. Я тут не лежал, неким педрил. Слева. И еще какой-то ключ. Так, давай тогда я все самое необходимое в свой мешок, потом свой мешок в его мешок. Шланги мне нужны, термодатчик нужен. Все, что есть в этом мешке, мне нужно, за исключением селедки и аугментина. Сюда мы паракорд воткнем. Так, реле надо. Свечу сюда. Аленку бы забрать, БТ патроны. Это что за ключ? Еще одна солева. ЗБ-014. Ух ты, классный ключик. Заберем. Он мне нужен будет. Он и по квесту, по-моему, нужен будет. Но мне не столько по квесту, сколько для выхода в лесу. Один из выходов в лесу ЗБ-ключом вот этим и открывается. Вот так вот. Так, осталось забрать солеву, плату и болты. Что вытряхнуть? Вот это можно выкинуть. Аптечки можно выкинуть. Солева сюда. 3 солевы нашел, офигеть. Плату надо забрать по-любому. Болты тоже заберу. Во. Там стреляли на той стороне. Пожалуй, здесь попробую выйти. Блин, какая гора хабара хорошего, ёпрст. Ты, если вынесу это все, вот это кайф будет.
Подальше от базы решалы. Прям по большому радиусу нафиг. Чтоб если вдруг они там, я перебегу незаметно. Ёпрсты, это кто такие? Блин, я нарвался на кого-то. Ой-ой-ой-ой-ой, СВД. Их тут команда целая. Ой-ой-ой, он сзади бежит. Трое. Понятно. Блин. Нет. Хабар. Короче, они группой там тусовались. Я не на тех нарвался. Ладно, основной задачей рейда было убить 2 диких, я это сделал. Вынес 50 тысяч рублей и ключ хороший за B014. Короче, забираем Салеву, заказываем еще одну. Пока обедал, еще одна сварилась, и можно сдавать квест. Дефицит. Отлично. Санэпидемнадзор, часть 1. Нужно найти в рейде газоанализатор 1. Ну и остальные деньги можно будет потратить сейчас на прокачку убежища, насколько это возможно. И елку я хотел посмотреть, что там нужно, какие шары. 1 серебряный, 1 красный, Battle State 1, да? Понял. Освещение. 14 лампочек точно, и проводов 5 штук. Что еще? Санузел можно прокачать. В санузле уже можно будет крафтить вон бинтики, шминтики. Рюкзак крафтануть можно. 2 штуки. Зона отдыха. И обогрев. О, даже 2-й уровень можно вкачать, смотри. Нормально. Давай прогуляемся за Дикого тогда. Может быть, найду газоанализатор. Пустые все эти сторожки, где я пытался найти газоанализатор. Вообще пустой рейд. Опа. Ну прости, я же не знал, кто это бежит. Я не знаю, это бот был. Скорее всего, бот. О, у него смотри, 3 бронь. Ну наконец-то хоть что-то в рейде попалось. Тритончик. И рюкзак у него поинтереснее. Надо по-быстренькому это все дело сейчас оприходовать и свалить нафиг отсюда. Сторожки, ящики, всякие контейнеры, блин, ничего интересного. Вообще все залутано. Все готово. Раз на раз не приходится. Иной раз за Дикого такой рейд сходишь, что добра выгребешь огромное количество. Тоже по квесту нужны будут. Ну вот. Короче, уже на самом выходе почти. Надыбал немножко хабара. Но самое ценное здесь это броня 3М. Чтобы потом мне ее ниоткуда не таскать. Сейчас лучшее время для того, чтобы ее вынести из рейда. Я тогда сразу на выход пойду. Я уже в принципе возле выхода. Я выходить на перекрестке планировал. А тогда пожрем, попьем. Вкусно. Тушенка, сигареты, квестовые предметы. Модуль 3М, квестовый предмет, пару автоматов. Неплохо, неплохо. Все. Пустой магаз сунды. Ну все, можно домой текать. Газель еще помацаем. Что там? Может быть ключик? Если не вскрыли. Там еще ящик есть. Ну, не самый жирный, конечно, рейд, но учитывая, что это рейд за Дикого, в принципе, почему бы и нет. Короче, надо Диких я же настрелял для квеста прапора. Надо будет мурки. А чтобы мурки открыть, мне надо будет квест выполнить, поручение от механика. И тогда откроется у меня егерь. Не посмотрю я этот ящик. Ну и ладно, хрен бы с ним. Все, тогда я буду собираться и идти в лес.